Всем привет! С берега Охотского моря. Я сейчас нахожусь в городе Магадан и запланирован замечательный поход вокруг полуострова Старицкого. Это примерно 70 с лишним километров от бухты Нагаева до бухты Гертнера. И уйду из Магадана, буду идти дальше и приду обратно в Магадан. Вот такая кругосветка получается небольшая. Ну все, надо отплывать. Бухта Нагаева вдается на 16 километров в западную часть полуострова Старицкого. Она хорошо защищена с трех сторон, поэтому здесь и был построен морской порт и образовался город. Еще в начале 20 века известный гидрограф Давидов, посетивший бухту, назвал ее лучшей якорной стоянкой во всем Охотском море. Бухта названа в 1912 году в честь адмирала Алексея Нагаева. Он с 1770 года занимался составлением карты устья реки Колымы и Медвежьих островов, а также генеральной карты экспедиции Петра Киреницына, который исследовал Камчатку и Алеутские острова. Ну все, отошли с моря. Погода прекрасная. Сегодня нам надо дойти до маяка. Мне точнее. Или нам с саббордом. До туда примерно 20 километров. О, кораблик идет. Впереди каменный венец. Сотка. А тут меня обгоняет кораблик. Решил пропустить. Не таранить. Морской порт. И путь держу сейчас вот туда, к каменному венцу. Где-нибудь там передышку сделаем. Ветер попутный, слабый бриз такой. Классно. А вот тут, кстати, вещи у меня разместились. Герма от Викинга отлично подошла сюда, к сабу. Вот если идти по берегу во время отлива, то вот здесь вот хорошая дорожка на каменный венец. Вот в этой мини-бухточке можно подняться вверх и туда вот. А вот это огромная лапа медведя в лесу. Привет! Только что из воды выпрыгивала горбуша. Несколько штук так прямо выпрыгнула. Прямо перед сапом. Огромные такие еще. Что-то все, перестали прыгать. Наверное, надо грести. О, прыгает. Вот, смотрите. Все-таки не выдержал. И решил пару раз забросить. Посмотреть. Будет ловиться. Вот тут, напротив каменного венца. В бухте Нагаева. Вот на такую штучку. Сейчас попробуем. Ну, снимать и рыбачить одновременно не получится, к сожалению. Побросаю сейчас. Попробуем.
Пока рыбачил, ноги затекли на коленках. Ничего не поймал. Видимо, косяк горбуши шел куда-то по делам. Магадан. С чем у вас ассоциируется Магадан? Когда я еще сюда ни разу не приезжал, Магадан у меня ассоциировался с чем-то далеким, холодным. Когда первый раз приехал, я поразился красивой, суровой природой. Рыбалка в Магадане. Супер. Люди прекрасные, душевные. А на этот раз Магадан открылся для меня с новой стороны, с морской. О. Уже зашел за каменный венец. Когда был там посередине бухточки. Когда не было ветра, так прекрасно. А подул встречный ветер. И я понял, что у сапа парусность-то ого-го, большая. Сейчас вот поближе к берегу подошел здесь, ветра меньше. Ну да нет практически. А сейчас там где остановлюсь, передохну. Когда-то я на этот каменный венец поднимался. Вот там тюлень какой-то плывет. Он отдувается. Офигеть. Остановился на пляжике. Чуть-чуть передохнуть и пополнить запасы пресной воды. Тут ручеек. Правда, она у меня почти не разрасходовалась. Вот. Тут такие мидии мелкие. Везде. Сап вытаскивать аккуратно надо, чтобы не поцарапать. Кайф. Вообще бухточка. Но тут палатку нельзя ставить. Тут когда прилив, это скрывается все под водой. Он как раз до конца пляжа. Почти. До мыса Чирикова еще километров 10. А время еще много. Наверное, еще 11 нет, по-моему. Кораблики. Вот. Передохнул. Выходим дальше к мысу Чирикова. Море успокоилось вроде. Вон как прозрачно. Все, пошли дальше. Красота. Уточки полетели. А нет, это какие-то бакланы, как на Байкале. Кораблик идет.
волну гонит. А вот тут неплохая бухточка, точнее местечко перед Чириково. Можно даже встать при желании. Вот, наконец, показался мыс Чириково впереди. Вот какие скалы тут. Маяк. Маяк. Только приставать там, по-моему, вообще не вариант. Хотя можно попробовать. То мышцы уж совсем забились. А вот тут рыбаки. А вот какие тут волны. Ладно, короче, надо идти дальше. Или обедать тут где-нибудь. Или дальше идти. О, нормально. Все, тут меня. Все, куда идти? Все, пошли. Вот так вот пришлось в такую волну высаживаться. О. Ну все, похоже, я здесь останусь. Хорошо. Вообще высаживаться на берег на мысе Чириково непросто. Подход катеров к берегу с высоты 2 метров возможен только с северной стороны. То на расстоянии до 400 метров. Ну а если на берег идет накат волны, то и на лодке практически невозможно пристать. Я же высадился на берег на западной стороне мыса. Здесь не очень глубокое дно рядом с берегом, очень каменистое, и волны, отражаясь от берега, усиливаются, накладываясь одна на другую. Вот ты сам маяк. Вот какой красивый. А вот
расположился прямо под самым маяком. И тут такой вид. Красота. Чайки кричат. Маяк получил свое название по названию мыса, в котором он установлен. Мыс был назван в честь выдающегося русского мореплавателя, капитан-командора Алексея Чирикова, который был помощником Беринга в его первой и второй Камчатских экспедиций. Это было в 1730-40-х годах. А полуостров, на котором расположен маяк Чирикова, носит имя знаменитого гидрографа контр-адмирала Константина Старицкого, который в 1800-х годах исследовал дальневосточные моря России. Он был членом Русского географического и Русского технического общества и вице-председателем астрономического общества. Длина полуострова с запада на восток около 30 километров, а с севера на юг 12 километров. Маяк на мысе Чирикова впервые был установлен в 1936 году. Ну а в 1956-59 годах в связи с негодным для дальнейшей эксплуатации состоянием деревянных зданий была произведена реконструкция. Кстати, одно из деревянных зданий сохранилось еще с начала строительства маяка. На маяке живут автономно, поэтому продукты и топливо завозят сюда Министерство обороны раз в год через море. Ну а зимой на маяке нет стабильной транспортной связи в районе маяка, потому что не всегда встает прочный лед. Поэтому бывает, что добраться можно только пешком по берегу. Еще одной проблемой на маяке является отсутствие нормального источника пресной воды. Поэтому собирают дождевую воду с крыш и очищают ее с помощью фильтров. К счастью, у меня были запасы воды пополнены, и мне не пришлось просить столь драгоценную воду на маяке. Завтра мне предстоит путь до бухты Светлой. Встал пораньше. Ну а сейчас, перед сном, расскажу немножко про историю Магадана. Освоение Колымского края началось в 20-х годах 20 века. До этого были только отрывочные сведения о наличии полезных ископаемых на Колыме. Чтобы уточнить и разведать, была организована первая колымская георазведочная экспедиция, которая высадилась на берег недалеко от реки Олы. В результате исследований были открыты промышленные месторождения золота в районе Средняка. Это открытие подтвердило прогнозы геолога Юрия Александровича Билибина, изучавшего этот край. Позднее были направлены сюда вторая, третья и четвертая колымские экспедиции. Одновременно в 28-29 годах решались вопросы транспортного освоения края. Исследовалась судоходность рек, измерялись глубины бухты Нагаева. А в ноябре 1931 года создается трест по промышленному и дорожному строительству в районе реки Колымы – Дальстрой. Первоначально деятельность треста распространялась на территорию Охотского побережья и бассейн Верхней Колымы площадью 500 тысяч квадратных километров. А к началу 30-х годов территория увеличилась почти до 2,5 миллионов квадратных километров. Помимо хозяйственных функций, Дальстрой занимался партийным и административным руководством этой территории. В 1932 году начинается строительство Колымской трассы, соединяющей порт в бухте Нагаева с центральными районами области. С
Строительство же порта началось в 1933 году, а к 1940 году уже 500 000 тонн грузов было доставлено по морю. Сам город Магадан основан как рабочий поселок для освоения полезных ископаемых Колымского края в 1929 году. А статус города Магадан получил с 1939 года. Развитие края, конечно, связано с развитием горнодобывающей промышленности. И в достаточно суровом климате Колымы освоение его было бы невозможно без самоотверженного труда людей, приезжающих сюда со всей страны. Город Магадан по своей площади достаточно небольшой. Пешком его можно обойти с конца в конец и даже не устать. На фоне суровой природы центральная часть города теряется своей европейской архитектурой. Начинался же город, конечно же, с чисто утилитарных сооружений, с палаток, землянок, бараков, которые возводились для защиты от суровой внешней среды и обеспечения минимума жилищных условий. Некоторые из городских бараков простояли до начала 2000-х годов. А отдельные барачные строения можно и сегодня увидеть на отдаленных окраинах города. Строительство капитальных сооружений из кирпича, жилых домов и общественных зданий в основном было произведено в 30-е и 50-е годы 20 века. При этом был выбран стиль ампир в архитектуре, наследующий традиции античного классицизма эпохи Возрождения. Но при этом он был наполнен собственным концептуальным содержанием. Наиболее яркими архитектурными образами сталинского ампира или неоклассики являются здания по проспекту Ленина, улица Пушкина, площадь Горького и некоторые другие. Потом же началась эпоха обезличенных и зачастую небрежно возведенных коробок пятиэтажек, пресловутых хрущевок. И такое строительство продолжалось вплоть до 90-х годов. А сейчас в Магадане строится новая набережная. А это один из символов Магадана. Морской голубой окунь. Ну или местные называют его ёрш. Наша маленькая экскурсия по городу заканчивается. И мы возвращаемся на мыс Чириков, чтобы продолжить путешествие. Утро встречает хорошей погодой. Волна небольшая. Вон даже рыбаки там болтаются на лодочках. Так что отлично. Я уже собрался, позавтракал. И теперь до Светлой. Тут километров 15-18. Но ветер, правда, чуть-чуть встречный, но очень слабый. Все. Пора выходить. Ну, отлично. Волны небольшие совсем. Не то, что вчера. Все, надеюсь, отводим. Отчаливать. Ну, там рыбаки. Что же заброшу пару раз? Что-то не везет пока с рыбалкой. Все. Собран. Сап. Пора на воду. Волны небольшие. Нормально.
Вообще там нет практически. Отчаливаем. Хожу Чириково все еще. А вот впереди уже вдали Светлая бухта. Куда надо мне сегодня прийти? Немного идти, в принципе, но ветер встречный. Не сильный, но встречный. А волны вообще не понять какие. То встречные, то попутные. Вот и бухта Тихая. Оправдывает свое название. Волн нет. Зашел сейчас за мыс. Красота. А вот там светлая уже начинается. Вот за следующим маленьким мысом. Все меня еще так к скалам прибивает. Чуть-чуть отойду ближе к бухте. Потом высаживаться, наверное, не буду. Перекушу на воде. Может, еще заброшу пару раз. Водичку. Глядя на эти сопки с редким лесом, с ледниками вон там вверху. А это уже конец июля. Скоро август начнется уже. Вспоминаются повести Олега Куваева. И геологи, которые эти места разведывали. Классно. Вообще никого. Ни рыбаков. Тишина. Бухта Светлая. Еще километров, наверное, 10 до места. Вот туман опустился на море. О. Вот это Тихая. Волны нет. Красота. Бухта Светлая. Красота. Штиль на море. Вот куда-то туда иду. Бухта Светлая. Буду тут ночевать. Не знаю, как получится сейчас записывать. Немножко проблемы с телефоном. На телефон снимаю. Я на экране ничего не вижу. Вот тут вещи. А вот там палатку поставим наверху. Сейчас только что солнышко было, пригрело. Но все, похоже, уже тучки затянули. Посмотрим, как завтра получится идти. Кстати, от медведей вот такая вот штука шумовая. Не знаю, поможет или нет.
пока их не видно. Правда, на песке был старый след. Морская капуста. Вроде свеженькая. Можно попробовать. Я забыл, будет отлив еще или он поздно будет. Надо за водой сходить. А весь пляж уже под водой. А по камням как-то идти. А можно схожу. Вон там вот ручей сверху, где вот каменная такая река. А с гор туман спускается. Красота. Вот там у меня палатка, что я не видно даже. Ладно. Ура! Вода. Вода найдена. Это у меня уже все закончилось. Я, правда, так допил ее по-быстрому еще. Перед тем, как идти. Все, сейчас заполню все бутылочки. Салатик из морской капусты, свеженькой прям. Дождик что-то зарядил. Сейчас салатик порубаю и спать. Светло еще, правда. Ну или в палатку. Смотрю что-нибудь. И вон чая здесь. Видимо-невидимо. Утром дождик поливает. Сейчас жду, когда будет чуть потише. Надо будет под дождем собираться. Здесь уж собрал палатку. И в дождь придется выходить. Вот. Может, сейчас подумаю, может где-нибудь в палатке приготовить. Вот точно, здесь приготовим. Покушать. Сейчас притащу еду сюда. А то она там на берегу. И все. И дождь. Ну все. Ждем чуть-чуть. Вот такая погода. Ветер встречный. Дождь. Ух. Операция номер 1 выполнена. Теплее теперь. Сбегал. Гидрик переодел. О. Все, теперь кушать готовить. Кашка варится. Газ как-то странно горит. Плоховато. То ли газ не очень, то ли печка уже устарела. Прогорело что-нибудь там в ней. Разборка палатки изнутри. Сейчас вот эту внутреннюю часть сверну. И все, в сухом уберу. А потом тент мокренький. Вот палаточка сухая. А тент придумаем, куда положить. Может быть, кого-то отдельного. Чтобы он все вещи не мочил. Сейчас буду упаковываться. Сейчас не знаю, ближе к берегу ужаться. Еще и дождь.
прорвемся. Ну, все собрался вроде. Ветер капец, не знаю. Прям сильно. Ну не получится обратно перестану. Переждать. Не знаю сколько. Может до завтра. Ну капец. Греб на месте. Вперед соседи двигаться. Можно, конечно, попытаться обратно к маяку. Но там у маяка капец волны. Я думаю, там вообще шторм. Ждем здесь. Тепло и сухо. На всякий случай есть здесь, конечно, резервный маршрут через гору 10 километров. Вот. А там в гору 2 километра пилить. Мишки там в лесу бегают. Так себе вариант. Ждем, когда ветер переменится. Направление поменяет. Если будет хорошо. Пока поспать можно. Но ветер чуть меньше. Ну, фиг знает. Можно, конечно, попробовать. Подождем еще немножко. О, какой отлив. О, отлив. 3 часа ночи. Море вроде бы чуть-чуть подуспокоилось. Ветра, по крайней мере, нет. Он уже давно закончился, еще с вечера. Но в ночь было и как-то не очень идти. Сейчас завтракаем. Собираемся и выходим рано. На улице ветер опять подул. Погода никак не налаживается. Ну, завтракаем и смотрим на море. Ветер поменялся. Чуть-чуть попутный. Пока. Там дальше за бусом не знаю, что. Ну, будем надеяться, что там нормально. Он вроде как даже там, наверное, попутный будет. Буду пробовать выходить. Лучше, чем вчера. Погода. 5:40. Собран. Идем вдаль. Волны небольшие. Ладно, попробуем.
Но я опасаюсь, что там будет, когда за мыс зайду. А может быть, в море? Так, поэтому жмусь ближе к берегу. Вот. Бухта светлая. Пока-пока. Ух ты. Мы вышли из бухты. А впереди нас ждет океан. Пока все хорошо. Гребется. Все. Двигаю дальше за мыс. Тут такие красивые водопады были, не успел снять. Прямо в воду. С горы. Какие великаны. Красота. Красота. Дождь пошел. Вовремя я вышел на воду. О, какие скалы. Кайф. Волна небольшая, но никак налетает на скалы. Ух. Вот за тем мысом уже поворачивает берег в сторону Гертнера. Красивый водопад. Сейчас меня из этой бухты чуть в море не выдуло. Шел вон там. Ну, срезал. И тут ветер прямо в море. Вот здесь нет ветра, скала загораживает. А там и прямо туда несет. Пришлось резко менять курс к этой скале. И там вдоль скалы близко-близко там волнами болтает. О, экстрим сейчас был. А сюда пришел спокойно здесь. Вот буквально. Вот спокойная вода, и вот там вот ветер начинается. И вот начинается. Сейчас меня опять на ветер понесет. Но мне дальше по ветру, вон туда. С картой сверюсь, чтобы посмотреть, где, если что, дальше останавливаться. Хорошо, когда ветер сам несет куда надо. Пока. Мыс кончится. Опять там, по-моему, будет битва. Вот с какой скоростью несет. И тут еще ветра нет. Считай. Потому что под скалой. Можно отдохнуть пока. О, брод. А, не брод. Просто камни. А там где-то вдалеке мыс Чирикова. Пора браться за весло. Нас прям на камень тянет. Спрятался от ветра под скалой. О, что-то жесть какая-то. Ветрища встречные. Я что-то не понимаю.
прогнозов был вроде попутный. Все поменялось. О, на волнах. Предстоит туда за скалу, а там ветер. Ладно, сейчас с картой сверюсь. Отдыхаю. О, вот какие. Какой-то улов вот тут заехал. Болтает. Остановился передохнуть. Здесь ветра нет. А чуть дальше выйдешь в море, и ветер встречный. Фигачит и фигачит. И волна еще рваная, боковая. О. Половину пути пришлось на коленях проползти. Вот там вот около скал. Потому что далеко, если отходить, ветер не дает. Встаешь и вообще на месте гребешь. А около скал хоть как-то и можно проползти. Ну там волны зато большие. Тут такой обрывистый берег везде. До Батарейной еще километров 10. Отдыхаю. Опять спрятался за скалу. Такая сегодня гребля сегодня. Ого-го. Ой, опять сейчас вытаскивает меня на ветер. Поближе надо будет подгрести. Скалы какие красивые. А там Батарейная уже. Где-то за тем мысом. Остановился тут передохнуть, а то ноги затекли. О, море там вроде так спокойное, а там просто ветер, а здесь его нет под скалой. Кажется вообще прекрасно. О, а ветер стоя не получается идти, сдувает назад. О, а на коленках ноги затекают. Красота. Сейчас между тех камней проходил. Вначале на один камень бросала, потом раз на второй. Вот ничего. Прошел. Скалы течет. Водится. Туда. Идем.
Прятался опять от ветра. Не ушел я от этого водопада далеко. Грибу, такой красота. Гребется так хорошо. Потом посмотрел на одном и том же месте. Почти что. И так несколько минут уже греб. Ну такая скала. Как-то страж какой-то там стоит. А у меня сломалось весло. Рукоятка оторвалась. Теперь будет грести неудобнее. Какое-то хлипкое весло. Ветер сильный был. Пришлось налегать и все. Опять в улов какой-то. Зашел передохнуть. О. Ну, идется, в принципе, ничего. Хотя со сломанным веслом намного хуже грести. Пойдем. Ой. Прячься от ветра. Опять за камушек. Там еще будет камушек такой большой. А дальше уже, по-моему, не будет. Будет такой чистый берег. До самого поворота. Ох. Недалеко еще осталось, но самое трудное, по-моему. Бухта батарейная. Даже жилье какое-то. Домик рыбацкий, наверное. А вот там ребята. Лисичка не боится. Думаешь, подкормиться? Ну, подкормлю тебя потом, может быть. Так ты не наглей. Но куда? Мишки есть тут? Есть? Беги, 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 беги. Все, нечего тут рыскать. Давай. Готовлю обед. Будет паста. Вкуснятина. А у меня какая стоянка тут. Обширная. И даже есть озеро. И на нем плавают чайки. А там какое-то здание. Ну, раз батарейная, видимо, военная какая-то штука. Прилив идет. Пошел речку искать, которая в это озерцо впадает. Красота. Лес такой северный. Почти как у нас, только помельче.
летаете. Четыре утра. И опять встречный ветер. Сегодня вообще штормовой обещает. СМС-ка пришла. Но во сколько непонятно. Но уже прям задувает. Если вот там вот под берегом, может и ничего. Можно, наверное, пройти. Светится. Да, против этого ветра идти не вариант. Эти 3 километра я просто несколько часов вообще, наверное, не пройду. Жду, когда ветер стихнет. На море шторм. Пережидаю, сижу. По-прежнему дует. Будем ночью выгребать. Вот до мыса там всего 3 километра примерно. И вот они самые сложные. Прямо против ветра. Асфальт. Ветер. Чуть уменьшился. Пробуем выходить. Обратно. Буду вдоль берега вот так идти. Вышел из батарейной. А вот 3 брата. О. Солнышко встало уже. И сейчас буду обходить вот этот самый сложный участочек. Веселые. Вот там меня должны забрать. Поэтому иду туда. А вот Гертнера совсем рядышком. Но я пойду до-сюда. Маяк тут какой. Автоматический. Все, осталось 2 километра. А здесь вообще ветра нет. Чудеса. Красота. 6 утра. Все, дошел. Что мне, похоже, плавничок подломился, что ли. Доску крутит при каждом грибке.
Это вот после камней такое. О, а здесь ветра нет. Как так? Здесь бы он попутный мне был. И все, и как раз нету. Только 3 братьев прошел. Сюда зашел, ветер кончился. Куда вставать, только думаю сейчас. Где меня подберут. Вот, веселая. Все, дошел. Закончилось путешествие вокруг полуострова Старицкого. Все, там вот уже порт и Гертнера, он за этим. А отсюда меня забирать будут. Здесь веселое. Ну и с вывода. На сабборде по Северным морям ходить опасно. Ветер чуть дунет, и против него грести практически невозможно. А еще я оторвал этот плавник на камнях, когда 3 братьев обходил. Он там. Ну или когда к берегу причаливал. И вот интересно, там до сих пор ветер дует, потому что вот он не перестал. И по прогнозу он должен был только усиливаться. А здесь тихо в бухте. Прям красота. Вот. А вообще сад хороший. Он себя хорошо показал, устойчивый. О, он хорошо идет. Ну, сломалось весло и оторвался какой-то плавник.